Ey takabbar dünya, mağan da bir qaraş. Tanıy mısın sen beni? Ben Qazaktın balası. О, великий мир, посмотри на меня, пылинка твоя, сын казаха я. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вот так представил себя на интервью с журналистом в городе Омске известный актер, режиссер, сценарист, педагог, герой труда Казахстана, лауреат Государственной премии СССР, народный артист СССР Асанали Ашимов. Сегодня наше видео будет посвящено тому, что 30 сентября 2020 года мы узнали, что Димаш будет первым казахстанским певцом на MTV в его инстаграме. А позже в том же инстаграме уже 13 октября у Димаша появилось интересное фото с надписью «Зашли, чтобы поприветствовать и взяли бата, благословение, напутствие у Асанали Ашимова». Имя Асанали Ашимова ассоциируется у нас не только с понятием легенда, патриарх казахского, казахстанского театра и кино, а еще также с понятиями трудолюбие, работоспособность, талант, успех, признательность и любовь зрителей. Димаш не случайно зашел к Асанали Ашимову, он хотел получить бата, доброе благословение от авторитетного, мудрого аксакала в республике. Ведь добрые слова всегда придают ощущение уверенности и защиты. Тогда и путь становится легче, и цель ближе. А Димашу духовная поддержка от таких выдающихся личностей, прошедших тяжелый, но счастливый путь к успеху на своем творческом пути, сейчас нужна, как никогда. Конечно же, подписчики Димаша сразу отреагировали, спросив, кто этот почтенный господин? Сегодня мы расскажем об этом известном на всем постсоветском пространстве человеке. Только не забудьте, пожалуйста, подписаться на наш канал и поставить свой лайк, если видео вам понравится. Да, и оставайтесь с нами до конца видео, тем более, что мы будем сегодня разучивать очередную песню из репертуара Димаша «Махаббат Бер Маган». В то время, когда мы жили в советские, а потом уже и в постсоветские времена, мы черпали информацию исключительно из телевидения. Всевозможные передачи, музыкальные концерты, интервью с известными прославленными людьми и различные фильмы на казахстанских каналах мы смотрели так часто, что напоминание о них вызывало у нас большой восторг. Тем более, что тогда отечественные каналы имели еще высокие рейтинги. Мы смотрели с большим интересом многие фильмы, но фильм «Кыз Жібек» – это по-настоящему была и есть жемчужина казахского фольклора, написанная на основе поэмы, воспевающая любовь, дружбу, отвагу, патриотизм. Фильм производит неизгладимое впечатление своей яркой музыкой, прекрасной игрой талантливых актеров, великолепными казахскими национальными костюмами, удивительной природой. В этом фильме были использованы народные кюи и арии, среди которых ария «Кыз Жібек», которая является на деле песней Акына Ибрая «Гакку». Все это навсегда сохранилось у нас в голове, в нашей памяти. Много материала мы видели о фильме и интересные истории об основном составе актеров, и о пробах для этого фильма, и об условиях съемок фильма, и об авторе и режиссере этого фильма. Информации, безусловно, много. Один из главных персонажей фильма – злодей Бекижан, которого мастерски сыграл Асанали Ашимов,
признается, что он так запомнился зрителю, что даже долгое время получал гневные письма от них. Иногда даже приходилось выслушивать негатив и от них во время гастролей. И вообще сидевшие у экранов зрители плакали навзрыд вместе с Жибек, потерявшие любимого из-за вероломного разлучения с завистником. Фильм по-настоящему полюбился зрителям и даже вошел в золотой фонд Казахфильма. Сама поэма, дошедшая до глубины веков, включена в мировое культурное наследие. 2008 год был объявлен ЮНЕСКО годом 500-летнего юбилея эпоса. Если двум племенам, живущим на одной земле, дано породниться, то да придут к ним дружба и согласие, дети мои. Будьте неразлучны, как два лебедя, и пусть народ назовет одного месяцем, а другого солнцем. Да благословит вас Всевышний, дети мои. Все казахские племена и роды присягнули в дружбе и вырубили свои гербы на вершине священного Улутау. И только Тамги Жагал Байлы нет среди них. Мне бы хотелось, чтобы этот день настал как можно скорее. Аумин. Аумин. Ертең қызыл алмадан, ертең аппақ қарақтан, көкжиектен күлімдеп, сен бір таңсыңдар атқан, жан-жағына күн болып шұғыласын таратқан, іздеп келген біз едік, Жағал Байлы тараптан, тілегіміз қабыл боп, жарылқады жаратқан, тілегіміз қабыл боп. Красы такой в родных степях я не встречал вовек, светлей снегов лицо твое, красавица Жибек. Не зря с земель Жагал-Байлы, проделав долгий путь, на красоту такую мы приехали взглянуть. О, священный огонь, вверяя их тебе, будь им покровителем. Мать-Земля, вверяя их тебе, станем опорой. Белая постель, отдаю их тебе, будь им защитницей. Пояс золотой, полагаюсь на тебя, будь им совестью. По воспоминаниям Асанали Ашимова, роль Бекижана была одна из сильнейших, среди которых были и чекист Чедьяров в фильме «Конец атамана», и Чингис Валиханов в фильме «Чукан Валиханов», и Кинжетай в «Ботагос», и многие другие роли. Асанали Ашимов родился 8 мая 1937 году в селе Жайылма, Сарысуский район, Южно-Казахстанской области. После окончания школы собирался поступать в сельскохозяйственный институт, потому что в то время агрономом было быть престижно. Однако его судьбу решила случайная встреча с известным казахским театральным режиссером Аскаром Токпановым, который убедил юношу подать документы в театральный. Он и стал педагогом сильнейшей актерской школы для Асанали Ашимова. По воспоминаниям Асанали Ашимова в список его наставников входили также и Шакин Айманов, и Ефим Арон и многие другие. Этот период он называет «золотым веком» кинематографа. Асанали Ашимов считает, что современное время для кинематографа – это период коммерческого кино. В нем актер не должен быть пешкой в шахматах. Актер должен быть королем. Вот тогда-то Асанали Ашимов и получил широкую известность благодаря работам не в театре, а именно в кино. На экране дебютировал в 1957 году в фильме «Ботагос» по повести Сабита Муканова, где сыграл роль Кинжетая. Сам актер Асанали Ашимов признается, что по-настоящему первая главная роль была в историко-романтической драме «Кызжыбек». Это была роль Бекижана. Популярность и узнаваемость пришли к актеру также
после главной роли в фильме режиссера Шакена Айманова «Конец атамана» по сценарию Андрея Михалкова-Кончаловского. В картине он сыграл советского разведчика Чедьярова. В основе сюжета подлинные исторические события, происходившие в Казахстане в 1920 году. Джаркентская ЧК разработала операцию по ликвидации банд белогвардейского атамана генерала Дутова. Ее выполнение было возложено на чекиста Чедьярова, бывшего князя. Герой проник в штаб атамана, завоевал доверие белых и выполнил задание. Фильм имел большой успех по всему Союзу. Только в 1972 году его просмотрело 30 миллионов зрителей. За роль в этом фильме Асанали Ашимов получил Государственную премию Казахской ССР. Өнер атты асауды буырқанған жастық жігерімен, бола талантымен арқана көндіріп, 60-шы жылдарда өресі биік жанрдың тамырына бүлкілдете қан жүгіртіп, тың серпіліс алып келген қазақ сахарасының серісі, төл өнеріміздің төл құжаты, қызы мақтап, елі де жақтаған Асанали Ашимов. Шакен вообще был удивительно талантливый, с большим интуицией, с огромной интуицией человек. И мы натуру искали вместе, ездили, заезжали, даже до Бухары доезжали. Мы сначала писали абстрактно, а потом в середине мы чуть-чуть дорабатывали сценарий, когда уже Шакен решил, да, то это уже дорабатывалось на него, да. И сценарист замечательно сделал эту работу, и он умел, как раз в нем была такая немного сдержанность, которая очень выразительна. Тақырыбы екі бөлек туындылардың түсірілімі бір жылды бұлай қойғанда, бір ай, бір күнге де қатар келген кездер еді. Қыз балығы басым Бекежан Батыр мен сезімтал тыңшы Шадияровтың болмысы, іс-әрекеті мүлдем екі бөлек. Көңілі Бекежанға мықтап ауған Асанали аға бір күні режиссер Шакен Аймановқа келіп, Қасымханнан бас тартқым келіп отыр деген ойын ашық айтады. Тапқан екенсің бас тартатын уақытты деген озық ойлы режиссердің қысқа жауабы фильмнің де, актердің де тағдырын шешеді. Жағалбайлы қолы қайда екен? Жағалбайлыдан қол да келмейді, құда да келмейді. Күшік күйеу. Далее, в 1977 году Эльдор Уразбаев снял второй фильм «Транссибирский экспресс» по сценарию Александра Адабашьяна и Никиты Михалкова, где Асанали Ашимов вновь сыграл чекиста Чедьярова. И этот фильм имел успех. Его просмотрели 24 миллиона зрителей. Атаманның ақыры Шакеннің ең соңғы фильмі. Оқушысы Эльдор Уразбаев деген жігіт болды. Транссибир экспрессінің материалын сол Атаманның ақыры жалғасы ретінде түсірдік. Сондағы жаңағы Шакеннің дауысы. Шакеннің бізге қалдырған өнегесі. Соны әлде созу арман. Бір 5 фильммен бітірсем деймін. То, что Асанали оставил как в своей творческой биографии такие характеры замечательные. Конечно, он большой актер, большой и актер, и артист, и прекрасный такой тип мужчины. Я думаю, что я желаю, чтобы в вашем кинематографе появились новые, и надеюсь, что Асанали сам примет участие в том, чтобы воспитать новое поколение таких национальных героев. Шакеннен көп үйрендім өмірдегі адамгершілік бар ғой. Любой адаммен жаңа тіл тауып кетеді ғой. Дұшпандармен ортақ тіл табады. В 1989 году по сценарию самого Асанали Ашимова был снят завершающий фильм трилогии «Маньчжурский вариант». Позже он решил реанимировать эту историю, и режиссер Куат Ахметов снял новый фильм о приключениях Касымхана «Кто вы, господин К?». Главную роль вновь исполнил Асанали Ашимов. Как режиссер Асанали Ашимов снял фильм «Год дракона» по историческому роману Зии Самади, сценарии Юрия Висбора, об уйгурском восстании XIX века в Синьцзяне. Далее поставил картину Чокан Валиханов об известном казахском ученом и путешественнике Чокане Валиханове. В главной роли снялся его сын Саги. Лента получила Государственную премию Казахской ССР.
Позже режиссер представил картины «Полынь», кинодраму по казахскому эпосу «Козы Корпеш Баян Сулу», «Дом у соленого озера» по сценарию писателя Сатимжана Санбаева. В каких бы фильмах ни играл Асанали Ашимов, эти фильмы пользовались большим успехом. Они собирают и по сей день большое количество просмотров в YouTube. Дорогие друзья, в одном видео невозможно вместить огромное количество видеоматериала о нашем любимом актере Асанали Ашимове. Мы не заканчиваем, мы продолжим повествование о герое нашей передачи в следующий раз. Ждите следующего видео совсем скоро. До свидания, до следующей встречи.